После стольких миллиардов лет поняли ли мы что-нибудь про себя? Путешествие времени. Особенности умирания. Смерть имеет техническую и биологическую сторону. Техническая сторона связана с прекращением действия программы жизни человека, отделением души от тела и улавливанием ее определенными устройствами тонкого плана с дальнейшим направлением в сепаратор, то есть место ее обработки и хранения. Биологическая смерть связана с включением процессов распада для материального тела и отделением временных энерготел от души. Смерть происходит при достижении индивидом последней точки своей программы, которая включает саму ситуацию смерти и все события, связанные с ней. Каждый человек умирает по-своему. Смерть носит индивидуальный характер. Но давайте задумаемся, почему одни люди уходят легко, а другие долго мучаются. Почему одни умирают на больничной койке, а другие в какой-либо катастрофе? Влияет ли что-то на форму смерти? На то, как человек умирает, влияет его прошлая жизнь и выбор, делаемый им в настоящей жизни. То есть, насколько правильно он выполнил данную ему свыше программу. Причин для смерти и особенностей ее течения много. Назовем лишь несколько. Первое. Если человек точно выполнил свою программу, то его смерть будет легкой и безболезненной. Например, некоторые люди засыпают и не просыпаются, или человек шел, упал и сразу умер, то есть он упал от мгновенной остановки сердца. Так умирают люди, выполнившие свою программу и не наделавшие энергетических долгов. Человеку очень важно не оставлять долгов. Второе. Но те души, которые уничтожаются как брак, как не преуспевшие в развитии, тоже могут умирать мгновенно, но уже по-другому. Например, это может быть мгновенная смерть в автокатастрофе от несчастного случая. Человек шел по улице, ему на голову упал кирпич. Мгновенная смерть от пули тоже считается немучительной. Быстрая смерть не несет в себе мук для человека. То есть мы все-таки видим разницу между смертью в первом и во втором случае. И те, и другие люди умирают мгновенно, не почувствовав боли и страданий, но у бракованных душ сам характер смерти другой, не как у людей, живших правильно и выполнивших свою программу. Во втором случае присутствует испуг, стресс, неожиданность. Это позволяет душе быстрее освободиться от тела и дает стартовую энергию для подъема вверх. Ведь бракованные души накапливают в себе отрицательные энергии и не могут сами подняться, поэтому им через испуг, потрясение дают дополнительную энергию для подъема в верхние слои. Третье. Мучаются перед смертью души, которые совершили какие-то ошибки, не добрали в матрицу определенных типов энергий, то есть в чем-то недовыполнили свою жизненную программу в настоящем или прошлом. Программа содержит в себе варианты выбора. Поэтому часто своими поступками в настоящем человек выбирает для себя форму своей кончины в будущем. Некоторые люди умирают от заболеваний определенных органов, в основном тех, которые вырабатывают требуемый тип энергий, недоработанных человеком при жизни в прошлом или настоящем воплощении. Если человек неправильно питается, не закаляется, ведет неправильный образ жизни, то у него всегда выходят из строя какие-то органы, а отсюда получается недоработка ими необходимых энергий. А через болезнь его заставляют производить нужную энергию, и таким образом происходит компенсация энергодолгов человека. Допустим, человек всю жизнь неправильно питался, не соблюдал диет, очищающих организм. В результате пищеварительные органы у него производили энергию гораздо более плохого качества, чем если бы он питался правильно. А любая программа требует от человека правильных действий. Если человек произвел не те энергии, которые требовала его программа, то у него появляется энергодолг. Чтобы его аннулировать уже в данной жизни, органы человека строятся таким образом, что при неправильном режиме их работы в них развиваются заболевания. А любая болезнь строится так, и это специально закладывается высшими в конструкцию тела человека, что больной орган начинает выдавать чистую энергию, именно ту, которая и требовалась программой данного человека. Поэтому любая болезнь очищает и ликвидирует какие-то задолженности индивида. Человеку очень важно выполнить жизненную программу. Невыполнение ее влияет и на заболевания в течение жизни, и на форму его кончины. Четвертое. На форму кончины влияет и карма. Если человек в прошлом убил кого-то, то в настоящей жизни он тоже будет убит.
Это планируется уже на основе закона причинно-следственной связи и законов морали. Человека воспитывают нравственно, поэтому заставляют на себе испытать то, что он делает другим. Это повышает его сознательность. 5. Некоторые больные мучаются перед смертью не только по причине невыполнения своей программы, но и для тестирования родных людей, чтобы выявить их истинное отношение к больному, проверить их человеческие качества. Ведь пока человек здоров, к нему одно отношение, а когда заболевает, отношение может измениться, и родные могут стать бессердечными и равнодушными. И для этого обычно совмещают карму больного и карму родных. 6. Или взять смерть младенцев. По какой причине может даваться такая короткая жизнь и непонятная смерть? Когда умирает младенец, в этом случае тоже совмещают карму родителей и той души, которая рождается и сразу умирает. Рождение сопровождается большим выплеском энергии, которую душа не доработала для иерархической системы в прошлой жизни. И даже одного рождения и смерти бывает достаточно, чтобы покрыть прошлые долги. Ведь у человека существуют обязанности не только перед собой, но еще и перед теми, кто запускает его в эту жизнь. Он обязан производить энергию и для высших личностей, находящихся в тонком мире и следящих за человечеством. Поэтому, если высшие недополучили какой-то тип энергии, они будут заставлять человека отрабатывать эти долги. Правда жизни сурова. Иногда открываются такие истины, что они шокируют наше сознание. Но всегда причиной всех неприятных смертей или коротких жизней является сам человек. 7. Или возьмем еще один пример. Если человек ведет беспутную разгульную жизнь, то использует не по назначению те средства, которые выделяют высшие на организацию его жизни на Земле. Поэтому он нарабатывает своим неправильным поведением энергодолги. Но человек должен понимать, что когда он совершает правильные действия, соответствующие высшей морали общества, его личной программе и требованиям высших, он производит через свои действия те типы энергии, которые планирует программа его жизни. Если же он поступает подло, неправильно, делая много ошибок, придерживается низкой морали, то он производит через неправильные действия бракованные энергии. Они оседают грязью в его тонких телах, и высшим они не нужны. Энергия давалась высшими на его жизнь и выполнение личной программы. Но при неправильном поведении индивида получается, что он эту энергию использовал на то, чтобы произвести брак. Отсюда у него появляются энергетические долги. Он обязан в следующей или настоящей жизни отработать то, что ему положено, и произвести именно те энергии для себя и для высших, которые ему положены по программе. И пока он не отработает эти долги, он дальше в развитии не двинется. А чтобы отработка происходила быстро, чтобы он не отставал в эволюции, высшим приходится посылать такой душе еще более сложные ситуации в жизни. Иногда энергодолги бывают такими большими, что компенсировать их становится возможным только за счет очень коротких жизней, когда человеку дают возможность прожить всего несколько лет или даже месяцев, а не полную жизнь. Поэтому, когда человек умирает в младенчестве или в 5-11 лет, это души-должники. Они отрабатывают свои прошлые энергодолги. Должники прожили короткие жизни, то есть они пришли на Землю только для того, чтобы отработать свои долги. Через функции своей жизни они производят для высших то количество энергии, которое задолжали в прошлом воплощении в связи с невыполнением личной программы. Продолжительность жизни в 11 или 16 лет говорит только об одном – насколько человек жил неправильно и насколько его понятия о жизни отличались от понятий высших учителей. Подготовка к смерти на тонком плане. Смерть человека планируется высшими еще до его рождения, то есть когда высшие пишут сюжет жизни. Они включают в программу ситуацию, а иногда и несколько, которые ведут его к смерти. Это подготовительные события, направленные на сворачивание программы и завершение человеком данной стадии развития. А любая жизнь – это не что иное, как стадия развития. В конце программы располагают ситуацию, в которой наступает смерть и прекращается программа воплощения в физическом мире. Смерть вписывается в программу как трагическое событие. Она прорабатывается в деталях, то есть как она будет происходить для человека и как технически осуществится высшими на тонком плане. Но сам тонкий план для людей остается невидимым. В событии умирания прорабатывается все до мелочей.
Как человек будет приближаться к своей смерти, какие события приведут его к ней, что послужит причиной его смерти и через какое конечное действие жизнь оборвется навсегда. Один человек умрет от болезни, другой будет убит в пьяной драке или в бою, третий попадет в автокатастрофу, четвертый умрет от инфаркта и так далее. Это все решается свыше специальными высшими личностями, занимающимися формированием судеб людей. Сами обстоятельства начнут складываться в соответствии с тем, что записано свыше. Они помимо воли человека вовлекут его в действия, которые обязательно приведут его к конечной точке программы. Но это все внешняя сторона смерти. Есть еще физиологический процесс умирания, который хорошо освещает медицина, и техническая сторона подготовки человека к смерти, осуществляемая на тонком плане. Это происходит следующим образом. За несколько минут до смерти у человека над головой раскрывается канал выхода души. Это небесный учитель, называемый нами определителем, подготавливает тонкие конструкции своего ученика к вылету его души. Катастрофы, аварии происходят мгновенно только для нас, а на тонком плане до этих моментов идет уже предварительная работа высших сутей, личностей, работающих в тонком мире с Землей и человечеством. Сути готовят по сценарию жизни катастрофы и подготавливают людей к смерти. Например, некоторые ясновидящие видят, что у умирающего исчезает аура. Таким образом, они воспринимают удаление определителем некоторых тонких конструкций у ведомого им человека. Далее ясновидящие наблюдают, как над головой человека появляется темный столб. Это канал для выхода души. Все это определитель осуществляет с помощью особого устройства, тонкого плана, через которое он работает с человеком. Мы назвали данное техническое устройство компьютером, потому что по строению оно напоминает именно наш земной компьютер. Но функции у небесного компьютера более расширенные, так как он связывает тонкий мир с материальным. Он же содержит все данные о человеке, которого ведет по жизни небесный учитель, вплоть до всех особенностей его физического состояния. Определитель использует компьютер и для подготовки человека к смерти. Он управляет всеми процессами через него. Он же способствует вылету души, следит, чтобы она не застряла в материальном теле, ибо такие случаи происходили при недостаточном опыте определителя или каких-то осложнениях на Земле. Когда устраивается автокатастрофа, в ней на тонком плане участвует несколько определителей тех людей, что они ведут, и которые попадают в эту катастрофу, и несколько сутей с другими специальностями. Именно сути делают наводку одного автомобиля на другой, и для этого обычно они отключают на какое-то мгновение сознание водителей и сами сталкивают автомобили. Благодаря именно такому управлению в пустынном море сталкиваются корабли, а в безбрежном небе два самолета, что вообще невозможно без специального управления сверху. Летчики могут лететь навстречу друг другу, а им будет казаться, что они находятся на значительном расстоянии друг от друга. Гипноз, внушение в нужный момент тоже могут использоваться определителями. Если человек умирает в катастрофе, то душа вылетает из тела быстро, без проблем, так как при этом рвется нить жизни. Это тоже своего рода тонкий канал, нечто вроде провода, через который от определителя в физическое тело поступает жизненная энергия. Как по электрическому проводу бежит ток, так и по этой так называемой нити жизни человеку подается жизненная энергия. Если данная нить рвется, тело погибает. Если же человек умирает на больничной койке, то смерть в основном происходит от того, что определитель перестает подавать своему подопечному жизненную энергию. Это равносильно тому, как если бы человеку в легкие прекратили подавать воздух. То есть все это происходит на тонком плане. Вверху высшие готовят конструкции человека и управляют ситуациями, а внизу умирают люди. Но так как для высших смерти нет, и они понимают, что душа вечная, для многих определителей это естественные и временные процессы. Сбрасывание душой оболочек. Душа напоминает космическую ракету, взмывающую в небо. От нее начинает отделяться сначала первая ступень, затем вторая и так далее, пока ракета не выйдет на нужную орбиту. Аналогично поднимается и душа. Но если у ракеты ступени сообщают ей дополнительную энергию, то душа сбрасывает тяжелые тела, которые мешают ей подняться вверх. У души действуют свои механизмы. Сама по себе матрица души очень легкая, поэтому если бы не тонкие оболочки, которые намного тяжелее ее самой, она мгновенно бы выскочила из плотных земных слоев в тот слой, который соответствует ей по определенным параметрам.
Но тонкие оболочки, наполненные низкими типами энергии, позволяют душе удерживаться какое-то время в соответствующих слоях земного мира. Душа имеет 3 временные оболочки – эфирную, астральную и ментальную, которые у душ, находящихся на низком уровне развития, сбрасываются после каждого воплощения. Каждая из них рассчитана на конкретный диапазон энергии, но энерготела, которые ближе к физическому телу, тяжелее. Душа после смерти человека в первую очередь сбрасывает самую тяжелую оболочку, эфирную. Это происходит на 3-й день после смерти. Сбросив ее, душа поднимается выше до тех энергослоев, которые соответствуют астральной оболочке, и ее душа сбрасывает на 9-й день. Сбрасывание эфирной и астральной оболочек происходит до распределителя в канале подъемники. Распределитель — это конструкция, собирающая все души после смерти, там происходит суд над ними. После астральной оболочки душа сбрасывает ментальную, но это происходит уже в распределителе на 40-й день, после суда над душой. Надо обратить внимание на то, что она сбрасывается только после суда, потому что она должна анализировать свою жизнь и делать какие-то выводы на суде. Вместе с временными оболочками душа сбрасывает те низкие энергии, которые набрала в результате ошибок и грехопадений. Уровень развития человека, образ его жизни обязательно влияет на подъем души после смерти. Низкие души, не набравшие в оболочке высоких энергий, не могут подняться с земли. Они сбрасывают свои временные энерготела у самой земли, замусоривая ее тонкие слои, а сами остаются на какое-то время среди людей. Они могут приходить на спиритические сеансы или к своим родным. Чтобы не оставлять их на земле, специальным сутям, назовем их ангелами смерти, приходится спускаться вниз и поднимать их до распределителя. А другим сутям приходится собирать пустые оболочки и трансформировать их в особые места, где их разбирают на части. В космосе ничего не пропадает, и все пускается в новую переработку. Средние по развитию души набирают достаточную энергию в ходе развития, поэтому они сами попадают в каналы-сборники. Люди называют их тоннелями, коридорами. Эти каналы технически устроены так, что они автоматически несут душу в то место, куда ей нужно попасть. Каждая душа летит в канале свое время и попутно сбрасывает временные энерготела, откуда они удаляются автоматически, поступая в места их сбора. Душа не чувствует, как сбрасывает оболочки, это безболезненный процесс. Очень высокоразвитые души летят с огромной скоростью. У них время подъема вверх самое короткое. Так что надо сказать, что у каждой души процесс подъема к своим судьям индивидуально занимает свое время. Одни летят сами, а другим надо помогать, одни летят быстро, а другие медленно. И все это задает уровень развития души и накопленной ею энергии. Откуда душа берет новые оболочки? Душа обладает постоянными оболочками и временными. Постоянные ей даются сразу же после того, как создана первичная матрица. Начальная матрица имеет только 2 постоянные оболочки. Но когда она направляется конкретно в какой-то мир, ей дается еще одна оболочка на длительное пользование. У человека это каузальное тело. Оно является соединительным, так как соединяет тонкий мир с физическим. Поэтому оно строится на все время ее реинкарнации в данном мире. Если на Землю посылают космическую душу, то ей каузальная оболочка дается только на одно воплощение. То есть у разных типов душ все происходит по-разному. Оболочки или энерготела строятся не сами, как это может делать матрица, самостоятельно наращивая свои ячейки. Они создаются специальными космическими системами. Для разных миров оболочки творятся так, чтобы соответствовать материи мира и тем задачам, которые будет выполнять душа в этом мире. Любая оболочка является собой сложную конструкцию, именно поэтому такая конструкция самопроизвольно зародиться не может. Сначала ее надо спроектировать, продумав все функции, а затем уже можно построить. Если душа молодая, ей нужна слабая оболочка, рассчитанная на низкий духовный потенциал. А если душа высокая и у нее высокий уровень, то, соответственно, и тонкие оболочки должны быть рассчитаны на высокий потенциал. А если на мощную душу надеть оболочку с малым потенциалом, то эта оболочка просто взорвется. Поэтому все должно соответствовать определенным величинам и заранее просчитываться. Поэтому, когда душа спускается в земной мир, на нее надевают все необходимые энерготела, как защитный скафандр на водолаза. После вселения души в материальное тело тонкие оболочки ребенка сразу же включаются в работу. Так что ребенок рождается уже с полным набором оболочек.
Эволюционный рост души сопровождается увеличением числа оболочек. Это связано с освоением ею нового диапазона энергии, которые будут соответствовать повышению уровня ее развития. Продление жизни. Поговорим, можно ли продлить жизнь человека. Способы борьбы со смертью извне. Смерть дается человеку не только для того, чтобы прервать очередное воплощение на Земле и откорректировать его развитие, но и для того, чтобы он учился бороться с ней. В борьбе со смертью человека развились такие отрасли познания и помощи, как медицина, правоохранительные органы, милиция, призванные защищать его жизнь. В последнее время особое развитие получило МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все они призваны спасать человека, а значит, бороться со смертью. Данные организации прекрасно доказывают, что человека можно спасти от смерти и продлить ему жизнь ценой собственных усилий и стараний. Человек часто оказывается в критических ситуациях. Один тяжело заболел, и его спасает врач, второй подвергается нападению грабителей, и его спасает от смерти милиция, третий попадает в катастрофу, и его спасает МЧС. Все это разные способы спасения. Если бы данных организаций не было, сколько бы людей погибло, трудно сказать. То есть частично человек научился бороться со смертью, но и дальше ему необходимо осваивать новые методы борьбы. Это все способы борьбы со смертью извне. Но имеются еще способы борьбы со смертью самим человеком, изнутри. Первое. Жизнь можно продлить благодаря собственной силе воли. Человек никогда не должен мириться со своей смертью, он обязан бороться с ней до конца. Если ему дается минута жизни, то она дается ему для борьбы со смертью. Как человеку удлинить свою жизнь? Второе. Высшие не терпят бесполезного существования, лени и паразитизма. Поэтому человеку надо постоянно им доказывать, что ты живешь не впустую и каждый день способен познавать новое и прогрессировать. Третье. Чтобы молодого человека не забрали из жизни рано, он обязан ставить перед собой цель развития. Достигая одной цели, необходимо ставить следующую. Таким образом, индивид доказывает, что способен прогрессировать постоянно, и энергии, выделяемые на его жизнь высшими, расходуются не зря. Мысленно такой человек должен убеждать высших учителей, что он не имеет права умирать, пока не достигнет поставленной цели или не закончит определенную работу. Если, например, больной лежит при смерти и мысленно начнет убеждать своего учителя, что должен закончить свой труд, дописать книгу, завершить какие-то исследования, довести предприятие до определенного уровня состояния и так далее, то небесный учитель может продлить ему существование. Если человеку в последнее время свыше очень часто показывают приметы, которыми намекают, что его смерть близка, он имеет право внутренне сопротивляться и доказывать своему учителю, что ему требуется еще несколько лет для завершения своей деятельности. Четвертое. Еще очень важно стать нужным для космоса здесь, на Земле. Если человек постоянно работает на высшие космические системы, видя в этом единственный смысл своей жизни, то он получает защиту сверху и будет жить столько, сколько сам посчитает необходимым. Пятое. Также продлевает существование жизнь во имя кого-то, больного ребенка, мужа или жены, ставших по каким-то причинам инвалидами. Если такой человек мысленно говорит своему небесному учителю: «Я не могу умереть, потому что тот-то и тот-то без меня не проживет», и при этом искренен в своих мыслях, то ему идут навстречу и продлевают жизнь. Данное прошение способствует наработке в человеке такого высокого качества, как забота о другом, и ради него высшие идут на энергетические издержки, продлевая просящему существование. Так что бороться со смертью надо обязательно и всегда. Встречают ли души только что умерших родные? Люди, побывавшие в состоянии клинической смерти длительное время, сообщают, что их в том мире встречали души родных, умерших раньше их. То же самое рассказывают и души, пришедшие на спиритический сеанс. Их встречают родственники. Для чего существует такая традиция? Дело в том, что в момент смерти при переходе в иной мир многие души испытывают сильный стресс. Они теряются и не могут понять, что с ними произошло, ведь знания о смерти скрывались от человека по разным причинам. Чтобы сгладить как-то потрясение человека после смерти, высшие придумали, что души должны встречать в новом мире родные или близкие друзья, перешедшие туда раньше. Радостными возгласами приветствия и словами утешения они облегчают страдания вновь прибывшего и помогают ему адаптироваться в новой обстановке и принять все как должное.
однако встречают вновь усопшего не настоящие родные, а их голограммы. Высшие придумали специальное устройство, которое воспроизводит голограммы тех людей, которые уже перешли в этот мир. Эти материальные голограммы настолько точны, что вновь прибывшая душа не способна понять, что это не настоящие их родственники. Они все воспринимают за реальность. Данные установки располагают у тоннелей, по которым летят души, и голограммы родственников готовятся заранее, так как судьям, следящим за этими процессами, известно, кто когда умрет, и кто из его родных или друзей уже перешли в тонкий мир. После встречи голограммы сразу же убираются. Но почему же умерших не встречают реальные души, если они находятся в этом же мире? Все души после определенной работы с ними в распределителе переходят в хранилище душ, и там одни продолжают совершенствоваться в каких-то качествах, другие посылаются на землю в новое воплощение, и те и другие заняты, и никто не будет специально отрывать их от существования ради такой встречи. К тому же, если душа умерла, то она быстро забывает о своей земной жизни. Это делается специально, так как такие воспоминания только мешают душе осваиваться в новом мире. Как человек не помнит, что происходило с ним до рождения в тонком мире, так и душа здесь не помнит, что с ней было в физическом мире. Память блокируется специально, чтобы воспоминания из одного мира не мешали развиваться душе в другом мире. Поэтому такие души прекрасно заменяют голограммы людей. Но достаточно зрелые души, родственники, могут и не встречать их, встречают ангелы и другие высокие личности тонкого мира, работающие с землей. Как молитвы влияют на подъем души? Раньше, когда человек умирал, религиозные обряды включали в себя покаяние человека перед смертью и отпевание после его отбывания в мир иной. В связи с этим возникает вопрос, для чего это делалось? Или это была дань уважения усопшему, или эти ритуалы тоже что-то скрывают, какие-то механизмы воздействия на души? Человек живет суетную жизнь. Он очень эмоционален, а эмоции сжигают его энергию. Беспорядочная жизнь не способствует накоплению тонких энергий в душе. Поэтому, когда наступает день кончины, случается так, что умирающий накапливает мало высокочастотной энергии, которая позволяет душе после выхода их тела подняться с низкого земного плана в высшие сферы. Предвидя, что человек на начальных стадиях развития будет набирать малое количество энергии высокого качества, высшие, чтобы помочь душе подняться к ним, ввели специальные ритуалы. В частности, умирающий должен был покаяться перед тем, как отбыть в другой мир, а после того, как человек умирал, должно было состояться отпевание. Покаяние — это очищение человека от низких, так называемых грязных энергий. За жизнь каждый совершает много действий, от которых в тонкие конструкции энерготел поступает низкая энергия. А она, как тяжелый якорь, не позволяет душе подняться вверх. Низкие энергии — это тяжелый спектр энергии, они удерживают душу в самых нижних слоях Земли. Тонкие конструкции человека устроены таким образом, что покаяние, как признание своих ошибок и греховности, вычищает низкие энергии из астральной оболочки. Таким способом кающийся очищает себя. Однако после того, как он умирает, душа вылетает из тела, но подняться вверх до каналов распределителя не может по причине своей бездуховности, то есть отсутствие энергии высшего качества. В ней очень мало энергии высокого диапазона вибраций. И чтобы душа все-таки самостоятельно поднялась до нужных высот, принято ее отпевать. Горящие свечи, молитвы, читаемые священником, позволяют душе приобрести стартовые энергии и подняться в канал распределителя. Молитвы энергетически строятся определенным образом так, что способны свою энергию передавать тонким оболочкам человека. Поэтому пока человек их после смерти не сбросил, его тонкие энерготела способны впитывать энергию молитв в себя. Когда их читают священник и провожающие отбывающего в другой мир, то они помогают его душе набирать энергии, которые способствуют поднятию души умершего вверх, где ее ждут судьи. Но при этом молитвы читаются строго определенные. Они специально построены так, чтобы произвести нужный эффект поднятия души. Но для человека высокодуховного отпевание не обязательно. Его душа обладает достаточным объемом энергии, которые позволяют ей вознестись без осложнений. Включается ли смерть в программу человека как событие? Вся жизнь человека строится из множества ситуаций, и все они разные. К 3 главным событиям относятся рождение,
замужество или женитьба и смерть. Но даже бракосочетание бывает не у каждого. И получается, что из множества ситуаций остаются только две, через которые проходит каждый человек. Это рождение и смерть. Все прочее у кого-то может быть, а у кого-то может и не быть. Но рождение и смерть — это ситуации, которые не удалось обойти ни одному человеку. Этот факт говорит о том, что смерть — это важное и трагическое событие в жизни человека. Для него оно имеет огромное воспитательное значение. Весь ритуал смерти направлен на то, чтобы психологически воздействовать на окружающих, пробуждая в них лучшие чувства — любовь к ушедшему и скорбь, жалость, сострадание. Смерть должна научить человека защищать себя и других, научить бороться с ней и обстоятельствами ее вызывающими. Страх перед смертью дает огромный стимул к жизни. И все это воспитательные моменты, которые несет в себе кончина человека. Именно поэтому, когда смерть вписывается в программу жизни человека как последняя точка, как драматическая ситуация, обязательно планируются и все люди, которые будут связаны со смертью человека. И в этом может быть задействовано большое число лиц. И врачи, если человек умирает в больнице, и родные, и сотрудники – подводят определенное число лиц, и каждый от сцены смерти и похорон этого человека должен получить конкретный воспитательный момент. Так что смерть — это необходимое событие не только для умирающего, но и для сотни других людей. Оно обязательно подробно расписывается в программе каждого участника этого события. В этом трагическом событии переплетаются сотни программ других людей, и каждый из них должен сделать для себя определенный вывод. Куда направляется душа после вылета из тела? Как мы уже упоминали, сначала душа попадает в канал и возносится к определенному техническому устройству, которое мы назвали распределителем или сепаратором. Это огромная конструкция, находящаяся в тонком плане Земли. Она занимается сбором душ и определенной работой с ними. Распределитель находится в конкретном месте околоземного пространства, и дополнительно к нему подходят тоннели, собирающие души. Тоннели располагаются вокруг Земли, там, где живут люди. То, что эти тоннели или коридоры существуют, подтверждают многие индивиды, побывавшие в состоянии клинической смерти. Но так как уровень развития у людей разный, то они наблюдают это устройство по-своему, и каждый из увиденного выносит свои впечатления. Когда душа долетает до распределителя, ее помещают в зале ожидания, но до суда ей разрешается спускаться по своему желанию на землю, в родные места. Однако все делается только с разрешения высших. Когда душа перемещается по тоннелю, ее направляет к нужному месту особое автоматическое устройство, но управляет им живая сущность. В распределителе очень много личностей тонкого плана, которые работают с душами людей. Они принимают их, обрабатывают, размещают в нужных помещениях. На Земле сейчас живет 3 расы — белая, черная и желтая. Все они энергетически построены на энергиях разных диапазонов, поэтому и после смерти попадают в разные распределители. Вся околоземная техника тонкого плана работает с земными типами энергии и рассчитана на их определенные частоты. Поэтому, например, душа представителя желтой расы не может попасть в распределитель, настроенный на работу с энергиями представителей белой расы. Это обычная техническая и физическая несовместимость. Каждый распределитель строится на свой диапазон энергии. Люди же разных религий, но одной расы попадают в один распределитель, потому что Бог один, как бы он ни назывался на разных языках. Распределитель в 6-й расе. Для душ новой 6-й расы распределитель не останется в прежнем виде, он будет переконструирован постепенно и поэтапно. На Земле уже появились представители новой расы. Пока это дети, но для них уже создан новый распределитель. Пока он временный, предназначенный для переходного периода, но потом будет создан и постоянный. Так как люди 6-й расы очень энергетичны и у них более высокий диапазон энергии в тонких оболочках и душе, то в распределителе в его устройстве изменится абсолютно все. Магнит, который притягивает души в канал, будет перестроен на новые частоты энергии душ. А так как у людей 6-й расы будут другие программы, другая карма и все прочее, то изменится и механизм работы внутри распределителя. Человек всегда боялся страшного суда. В старину им грозили людям за их беспутную жизнь. Современные люди выросли в основном материалистами и на какой-то период времени забыли о его существовании.
Мы всегда считали, что это легенды, бабушкины сказки, цель которых — запугать человека и заставить его благодаря страху вести себя правильно. Но когда мы начали свои контакты с Богом, внезапно то, что мы считали легендой, оказалось явью. Теперь мы точно знаем, что существует жизнь после смерти и существует суд высших. Суд обычно совершается на 40-й день после смерти. Но сейчас в связи с завершением развития нашей расы происходит очень большой забор душ с Земли. При землетрясениях, цунами люди погибают сразу десятками и сотнями тысяч. Распределители не справляются по срокам с таким количеством душ. По этой причине время ожидания суда возросло до 2–2,5 месяцев. На суде большую роль играет кинолента личной жизни человека. Это особое устройство, записывающее все, что происходит в его жизни, вплоть до всяких мелочей. Оно выполнено из неуничтожимой тонкой материи, поэтому такая пленка сохраняется даже после атомного взрыва. Человек ничего не может в ней стереть, вырезать, скрыть, поэтому любые подробности его жизни остаются зафиксированными на ней. Даже если он будет совершать преступление в кромешной темноте, ему не удастся утаить его, потому что пленка фиксирует физические действия и материю в другом диапазоне частот, недоступном для человека. Суд осуществляется следующим образом. Специальные высокие сути просматривают пленку жизни человека в голографическом виде. Специальное тонкоматериальное устройство, подобное кинокамере, разворачивает события жизни в нужной последовательности. Вот почему многие люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорят: «Я видел всю свою жизнь, она промелькнула перед глазами, как кадры фильма, но идущие в обратном порядке». Следовательно, в момент смерти происходит перезапись информации о жизни человека с временных оболочек на постоянные, где пленка жизни должна принять первоначальное положение, то есть возвратиться к моменту рождения. А в самой жизни события идут от рождения к смерти. И так они отражаются на пленке. Но потом на суде эта пленка будет просматриваться судьями с момента рождения человека. Все выполняется автоматически и вне ведения самого человека. При просмотре пленки судьями ее останавливают на кадрах, где человек поступил неправильно, ему указывают на ошибки. И человек испытывает огромный стыд и неловкость перед высшими. Но судьи также указывают и на ситуации, в которых он поступал правильно. Таким образом, разбирают подробно положительные и отрицательные стороны его жизни. После суда душа направляется в места, отведенные для определенной работы с ней. Но самый страшный суд происходит в период завершения очередного цикла развития, то есть в так называемом апокалипсисе. Это время экзаменов для душ. В этот период высшие учителя бывают особо строги в оценках душ. Все, что не удовлетворяет их требованиям, принимается как брак. При достижении определенного процента брака душа уничтожается, то есть выводится из эволюции. Куда души поступают после суда? После того, как души прошли суд и чистилище, они направляются в места их общего пребывания. Существует хранилище душ, где они находятся до своего следующего воплощения. Распределение душ в хранилище происходит по тем типам энергии, которые они набрали за жизнь. Сама сортировка душ происходит автоматически по энергопотенциалу матрицы. Чем больше энергии накопила душа, тем больше у нее энергопотенциал, и тем выше она располагается в хранилище. А если эта душа за данную жизнь деградировала, растеряла часть своих энергий, то потенциал ее уменьшается, и она в хранилище автоматически переносится в нижние ряды. Хранилище имеет уровневое строение, и в нем все души, если говорить образно, раскладываются по полочкам. Но на самом деле это сложное техническое устройство, обладающее рядом автоматических функций. Каждая душа пребывает в нем в определенном голограммном мире. Здесь она продолжает свое развитие в тонком мире, часто приобретая другие качества, отличные от качеств, приобретаемых в физическом мире. Души в хранилище могут общаться только с равными себе по уровню, а с вышестоящими и нижестоящими общение запрещено. Каждый здесь концентрируется на личном совершенствовании или проработке отдельных качеств. Совсем малоразвитые молодые души засыпают и ничего не делают в тонком мире, но каждая развитая душа пребывает в хранилище в своем мире и продолжает развитие. На это ей тоже дается программа. Душа и после смерти продолжает совершенствоваться, так что бездельничать в раю, как это обычно представляет себе человек, никто не позволит. На Земле человек связывается программой с себе подобными по уровню и постигает одни знания, а в тонком мире он постигает другое. Без физического тела душа развивается быстрее. В тонком мире открываются такие знания, которые ей недоступно понять на Земле, потому что в материальном мире очень многое искажается, и отсюда многие знания неправильны.
И несмотря на это, знания физического мира нужны человеку для закладки фундаментальных грубых энергий в основе матрицы. Поэтому душе приходится периодически спускаться в материальный мир для закладки как раз этих основ фундамента. Чистилище. Душа человека в ходе бытия обычно набирает в свои тонкие оболочки грязные энергии, но освобождается от них при сбрасывании временных оболочек после смерти. Но некоторые нежелаемые низкие энергии продолжают проникать в постоянные оболочки, поэтому их приходится чистить особыми методиками. Чистилище представляет собой особую конструкцию тонкого плана, но тонкого, то есть невидимого только для человека. А для тех сутей, которые живут в данном мире, это такая же реальная конструкция, как для нас реально и зримо Эйфелева башня. Но это техническое сооружение. Чистилище построено для выполнения ряда операций, связанных с душами, сбором от них негативных энергий и дальнейшими манипуляциями с энергиями других типов. Душа попадает в чистилище сразу же после суда. Очищают обычно всех, так как за время жизни волей-неволей человек набирает в своей оболочке так называемые грязные энергии. Если он не совершает чего-то низкого и недостойного сам, то видит, как это делают другие, просматривая телепередачи, кинокартины, читая книги, журналы. И если все увиденное и прочитанное не соответствует требованиям морали, то это как грязь оседает в душах, а поэтому их приходится чистить. Очистка души от ненужных негативных энергий осуществляется особыми аппаратами. Они как бы соскребают грязь с души, и этот процесс очень неприятен, болезнен. Чем больше душа набрала за жизнь низких энергий, тем дольше ее будут чистить, то есть неприятный процесс растянется на продолжительное время. Но зато после очистки душа испытывает легкость. Надо сказать, что очистка каждой души производится индивидуально. Если душа накопила много таких энергий, то для того, чтобы отсоединять их от ее тонких конструкций, приходится применять огромную силу, а это воспринимается ею очень болезненно. Энергии как бы отдирают от оболочки, как отрывают наросты от живого тела без анестезии. Эту операцию душа воспринимает как муки ада. Но она сама виновата в этом. Если бы она жила праведно, то этого бы не происходило. В чистилище проводится еще специальная работа с душами в форме внушения. Но это для тех, кто не особенно грешил. Внушение проводится через те ситуации, которые человек прошел неправильно. Душа его вновь переживает эти моменты, и за счет переживаний и раскаяния происходит ее очистка. Высокие души набирают мало таких негативных энергий, поэтому особо и не страдают при очистке от них. Степень очистки души проверяется специальными машинами, и в конце процесса аппарат отключается. Всеми процессами в чистилище управляют разумные личности из отрицательной системы. Так как это все неприятные действия, положительные личности ими не занимаются. Но некоторые души и до очистки не доходят. Они подлежат раскодированию, то есть уничтожению как личности. Но это все решается на суде. Уничтожаются ли души и какие? Не все души проходят в эволюцию, то есть в вечное развитие. Причины этого — неправильные построения в матрице, которые получаются от неправильных поступков человека. Почему, собственно говоря, ему запрещают делать то или другое? Все эти запреты направлены на то, чтобы человек не делал неправильных построений в ячейках своей матрицы. Ведь каждое его действие, поступок, мысль, чувство производит определенные типы энергии, которые поступают в тонкие конструкции оболочек, а затем в матрицу. На основе поступивших энергий механизмом, заложенным Богом в конструкцию матрицы, совершаются построения качеств в ее ячейках. Поступает человек правильно, в ячейках строятся полезные Богу качества. Совершает дурные поступки, матрица строится в качествах, неугодных Богу. И такие души считаются бракованными, если набирают определенный процент некачественных энергий. Те души, которые не желают правильно развиваться, поддаются всяким соблазнам, искушениям, уничтожаются на ранних стадиях развития, как брак. Уничтожаются после 10 воплощений. Чаще всего это души наркоманов, алкоголиков, жестоких убийц. Это делается для того, чтобы сразу выявить неспособные к прогрессированию души и не тратить на них средства и энергию впустую. Дело в том, что каждая жизнь обходится для высших дорого, так же, как обходится дорого всякий ребенок для своих родителей. На жизнь человека они тратят много средств, они должны окупаться, иначе не будет прогресса. По этой причине высшие стараются выявить брак как можно раньше, чтобы их растраты не стали убыточны для них. Допускается 10% брака от общего числа душ, развивающихся на данный момент на Земле.
А если учесть, что на планете сейчас 7 миллиардов, то значит 700 миллионов душ может быть раскодировано за неправильный образ жизни. А если сюда присовокупить еще души, находящиеся в хранилище, то число брака возрастет. Сюда попадут многие алкоголики и наркоманы, если их вовремя не остановить, жестокие убийцы, развратники и некоторые другие. Что, например, происходит с душой наркомана или алкоголика, когда те принимают наркотики или пьют водку? Как употребляемые ими физические вещества влияют на их тонкие конструкции? Алкоголь, наркотики — это вещества, которые несут в себе мощные разрушающие энергии. В организме человека они вступают в химические реакции, которые высвобождают из себя эту энергию, и он начинает разрушать качество человека в ячейках матрицы. Чем больше человек пьет или принимает наркотиков, тем больше разрушаются его ячейки, а это означает, что уничтожаются приобретенные качества характера или какие-то таланты, способности. Личность качественно меняется в худшую сторону. Это происходит именно по причине разрушений качеств в ячейках матрицы. Человек становится безвольным, примитивным, потому что в нем идет ускоренная деградация. Все, что он приобрел за годы нормальной жизни, может быть уничтожено в короткий промежуток времени. Процессы разрушения действуют быстрее, чем созидательные процессы. Поэтому человек быстро опускается до животного состояния. В нем все разрушено. И ему бесполезно говорить: «Вспомни, какой ты был хороший раньше, сколько полезного ты умел делать». У него и память разрушена. Человек не способен вспомнить то, чего уже нет в ячейках его матрицы. Конечно, высшим такие индивиды не нужны. Это брак, их раскодируют. А чтобы брака не было, обществу необходимо на начальных стадиях деградации таких людей усиленно бороться за них. Это может спасти их души. Что такое процесс раскодирования? Раскодирование — это расщепление конструкции души на составляющие. Ее разлагают как бы на атомы. Ячейки матрицы освобождают полностью от тех энергий, которые наработала деградирующая личность за время своих воплощений. Но прежде чем приняться за очистку, сначала необходимо освободить матрицу от постоянных оболочек, а они уже связаны с живыми процессами с самой матрицей, как, например, печень соединена с физическим телом нервной, кровеносной, лимфатической системами и рядом других процессов. Так что сначала разбираются на составляющие постоянные энерготела, после них разборке подвергается сама матрица. Но матрица — это конструкция вечная и нерушимая. Такой создал ее Бог, поэтому сам остов конструкции остается, а то, что индивид накопил в ячейках, все вычищается. Все ячейки становятся чистыми, а так как ячейки формируют качество личности, то после удаления этих качеств личность человека исчезает. Теряется навсегда «я» человека, он по-настоящему умирает, выпадает из эволюции навсегда. После такой очистки матрица остается пуста и вновь впускается в оборот жизни. Но будет теперь строиться совершенно другая личность. Душа при разборке испытывает сильные муки, но это дается ей как наказание за неправедный образ жизни. Но многих интересует, через какие сроки раскодируют души. 10 воплощений — это проверочные жизни, по которым определяется склонность души к развитию. Если человек за все 10 жизней вел беспутную жизнь или еще хуже грабил, убивал, то такую душу тоже могут раскодировать. Душа обычно проходит какую-то стадию развития, и это может быть довольно длительный цикл. После каждой стадии происходят проверки, в чем душа преуспела, в чем отстала, и после этих стадий души также могут быть раскодированы за какие-то грехи. Но самое большое число душ уничтожается в переходный период со сменой рас. Обычно в новые расы переходят самые способные и самые прогрессирующие личности. Если говорить о новой, 6-й расе, то ее души будут уничтожаться на начальном этапе развития, а далее это уже не потребуется. Все души будут эволюционировать, так как это будет достаточно высокоорганизованная раса. Она сумеет развиваться правильно и достойно. Души животных после смерти. Души животных имеют свой распределитель. Он технически построен в соответствии с их диапазоном энергий. После смерти их души летят в этот распределитель. В отличие от людей, у них нет суда и чистилища, поэтому они распределяются по своим качествам. У них тоже имеется свое хранилище душ, построенное иерархично в зависимости от диапазона их энергий. Но души хищников содержатся отдельно от душ травоядных животных. В отличие от душ людей, души животных в тонком мире не продолжают развитие, а засыпают. Также они не подлежат раскодированию, так как к ним предъявляют другие требования, чем к человеку.